Добрый день, друзья! Вы меня очень давно просите показать вам, как я обрабатываю свои орхидеи системно от клеща. Это происходит не в этой комнате, поэтому я вам покажу, какую полку я буду обрабатывать, в каком месте, где и как. Для меня этот процесс настолько автоматизирован, что, наверное, я это делаю все очень-очень быстро, но расскажу, сколько времени я трачу на это. Но это все будет происходить в другой комнате, потому что в этой неудобно это делать. Давайте перейдем в другую комнату и все посмотрим. Для примера беру орхидеи вот с этой верхней полки. Орхидеи все перенесены на пластиковый стол, что очень удобно. При опрыскивании вода обязательно попадает и на стол, и на все поверхности. Животных в этой комнате нет на данный момент, потому что буду работать с химикатами. И теперь на примере вот этого цветка я буду показывать последовательность, как я обрабатываю орхидеи от вредителей. Но обрабатываю я всегда только от клещей. Но есть такие препараты, которые действуют не только на клещей, но и на трипсов. Но у меня трипсов, мучнистых червецов, щитовок нет, поэтому я беру такие системные препараты для вот такой плановой обработки. Ну, животные, правда, вернулись, но пока нет химикатов, пусть тут рядом подцокают своими коготками по полу. Что я сначала делаю? Я сначала заливаю горшок водой. Показывать буду вот на этой желтенькой орхидее. Она у нас детка, если помните, и распустила цветочки. Теплой водой. Вода 28-31 градус. То есть я обработку обязательно совмещаю с поливом. Ну, мне так удобнее. Потому что каждый раз снимать с полок орхидеи – это довольно-таки трудоемкая работа. После этого, для того, чтобы приступить к обработке самих листьев, обязательно нужно удалить или прошлый химикат, или, может быть, пыль. За месяц-полтора обязательно листики покрываются пылью, но это неизбежно. Поэтому хорошо протираю все листья, просто чистой водой, ничем больше. Желательно это сделать с двух сторон. Цветок готов. Сейчас еще вот здесь листик у меня есть. Один маленький листик на детки. Теперь препараты. У меня есть системный препарат Карамайт. Есть системный препарат Амайт. Есть Биокил. И порошок Масай. Я провожу поочередно такие обработки. Один раз обрабатываю Карамайтом, один раз Биокилом, Масай и еще раз вам говорю Амайт. Сегодня я буду обрабатывать Амайтом. Амайт разводится 1 мл на литр воды. Это белая суспензия. Я отобрала в шприц 1 мл. Так, это нам все не нужно уже.
Вода тоже 28-32 градуса. Так, это все мы сейчас уберем. Хорошо растворяем и размешиваем. В инструкции к Амайту написано, что срок активного действия 2-3 дня, а остаточное действие 3-4 недели. Вот поэтому я обрабатываю или раз в месяц, или раз в 6 недель. Но разными препаратами. И, кстати, в Амайте тоже написано, что чередование Амайта с препаратами других групп. Не уничтожает яйца, но уничтожает личинки, нимфы и взрослую особь. И еще он системного действия. Переливаю препарат. Очень удобный опрыскиватель. У него мягкая внутренняя трубочка с утяжелителем, поэтому можно использовать весь раствор, потому что она мягко переходит именно в то место, где остается раствор. Так как я здесь буду контактировать с препаратом, я обязательно одеваю перчатки. Как-то вам показывала этот опрыскиватель, он очень интересный. При нажатии, сейчас дойдет водичка, и при отпускании он делает очень мелкую, тонко распыляет. И вот так опрыскиваю все листья. Все листики, обязательно стволик, чтобы попасть во все пазухи, причем с двух сторон я это делаю. Обязательно на цветонос, если он есть. И цветы только с обратной стороны можно опрыскать. Хорошо проливаю все пазухи. Видите, водичка сразу уходит. Попадает везде. Вот так оставляю цветок. Так как он у меня еще и стоит на поливе, то примерно минут 20. Пока ничего не протираю. После того, как закончится полив, сейчас я вам покажу это, я буду сливать воду, и тогда, если препарат останется в пазухах или в точке роста, то обязательно нужно это все протереть, для того, чтобы не было загниваний. А пока справлюсь со всеми остальными цветами, сделаю все то же самое на остальных орхидеях. Этот у нас как образец будет стоять. Но хочу вам показать еще один цветок. Он примерно 1,5 года на канале у нас. Когда покупала, я его показывала. Это у нас дух Купидона. Пересажен в керамзит. И в этом году он решил нарастить вот такие огромные воздушные корни. И часто спрашиваете, кончики корней не зеленые, а такого фиолетового окраса.
Бывают и такие кончики. Вот это растущий молодой корень. В цветке присутствует фиолетовость, поэтому и корни могут быть такого же фиолетового цвета. А вот цветок. С зелеными корнями. Это Pink Dream. Я обработала все орхидеи, которые у меня стоят на столе. Здесь у меня их 10 штук. Но вот на такой полке поместилось у меня 10 орхидей. Как я обычно это делаю? Я снимаю вот одну полку, переношу на стол, обрабатываю и возвращаю ровно в то же место и в то же положение, как они стояли. Сколько у меня уходит на это времени? Так как я разбавляю литр препарата, и в зависимости от размера орхидеи мне литра препарата хватает от 30 до 50 орхидей. Но 50 это когда я обрабатываю мини-орхидеи, там раствора идет значительно меньше. Это 3-4 полки. Вот я в день обрабатываю 3-4 полки. На полку у меня уходит приблизительно час. Пока я их протерла, пока я их залила, пока опрыскала, пока постояли, пока вылила, пока назад все это вернула. Вот приблизительно с одной полкой я занимает у меня час времени это. Вот спрашиваете, сколько я времени трачу. Но это бывает раз в месяц, а то и полтора. Поэтому я здесь совмещаю и полив, и обработку. То есть это у меня заменяет один из поливов, например. Поэтому много времени я и каждый день не устраиваю танца с бубнами, не танцую около орхидеи, подхожу, смотрю. Кстати, когда я их снимаю с полки, я обязательно пересматриваю все шеи у орхидей. Если где-то там листик она засушила, аккуратно убираю все листочки. Вот так я ухаживаю за орхидеями. Но сейчас так жарко, что может за полчаса все и просохнуть, а может быть и нет, потому что в квартире работает 20 плита и температура где-то 28 градусов в комнате. Вот эта орхидея, которую мы с вами экспериментальную делали, она уже простояла полчаса. Давайте обратим внимание, как у нее напитываются корни. Видите, в горшке корни становятся все зеленые. Видно, что они растущие. Теперь вот я показываю вам так, как мне удобно это делать. Если раствор остался, то я сначала протираю орхидею, а только потом ее выливаю. Салфеткой. Убираю влагу из пазух. В пазухах нет, а только в точке роста у меня. С листиков я ничего не вытираю, не протираю, оставляю все эти капельки, они высохнут. Этим-то и будут предохранять орхидеи от вредителей. И так как я использую системные препараты для системной обработки. Вот это все проникает вовнутрь растения и разносится по всей орхидее. То есть на клеточном уровне. Ну и теперь поднимаю горшок. Выливаю всю воду. Если в керамзите и в корнях осталась какая-то вода, она стечет, здесь ее будет немного, эту я воду оставляю. И отношу на полку на место.
Старайся. Так, горный козел. А горный козел? Лечи. Что? Ну, горный козел, он в диване стоит. Ты посмотри. Иди сюда, дай. Ну что ты посмотри, как он туда прыгает. После обработки орхидеи вернулись на свои места почти в то же самое положение, в котором они и стояли до обработки. Вот такие нехитрые действия я произвожу со своими орхидеями. Если остались вопросы, пожалуйста, задавайте. До новых встреч! Увидимся на канале!